Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Сила Сибири вовсе не для Сибири. Вторая сила Сибири должна обойтись дешевле первой, пишут телеграм-каналы. Также раздается некая критика, что продвижение силы Сибири не особо-то способствует газификации самой Сибири. И цель-то у «Газпрома» не развивать внутреннюю энергетику, а газочек продавать. Александр, пожалуйста, прокомментируйте текущее состояние с данными энергетическими проектами. Это, знаете, это сразу вот провальная тема. Как только ты начинаешь говорить не без заламывания рук, тут же люди бегут в комментарии, ставят дизлайки. Я уверен, это видео будет рекордсменом по дизлайкам. Кстати, если что, можете сразу ставить. Мы не боимся. Вот, бегут в комментарии, начинают объяснять, как ты не прав. Ну ладно, что делать? Кто-то же будет об этом всем говорить. Пока действительно у нас тут пара телеграм-каналов отбомбилась в стиле газификация вообще не ведется, что силу Сибири строили для задач газификации, а вот, точнее, пардон, лицензии на разработку Чиндинского и Кавыктинского месторождений выдавали, исходя из потребности газифицировать восточные регионы России. То есть речь не о Сибири как таковой, а о Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Это важная оговорка, потому что Сибирь у нас неплохо газифицирована. Не феноменально, опять же, если вы нас смотрите из Сибири и у вас жилище не газифицировано, можете об этом сообщить в комментариях. Это абсолютно ни на что не повлияет, в том числе мы вряд ли это прочитаем, но можете сообщить. Я в данном случае говорю о неких средних показателях, в том смысле, что газификация нашей Западной Сибири выше, чем газификация Восточной Сибири. А почему? А потому что у нас есть единая система газоснабжения, есть центры нефтегазодобычи. Эти центры нефтегазодобычи в основном были сосредоточены в европейской части какое-то время, европейской части страны. Часть этих центров, кстати, сейчас находится за пределами Российской Федерации после распада Советского Союза. Ну да ладно. Вот, а часть уже осваивалась, а часть действующих центров – это Западная Сибирь в первую очередь. Собственно говоря, у нас за последние годы появилось несколько новых центров газодобычи. Это, кроме традиционного треугольника Надым-Пуртас, у нас есть Ямальский центр газодобычи, который заработал с конца нулевых и в начале десятых годов, по-моему, в 2012 году Баваненковская вышла на плановые показатели поставок, там больше 100 миллиардов кубических метров, не суть. То есть вот есть действующий центр газодобычи. И новые центры газодобычи у нас создаются только вот на протяжении последних, пожалуй, 10 лет, то есть активное строительство началось во второй половине 2014 и по большому счету в 2015 году. Это Чейнда и Кавыкта, то есть это Иркутский и Якутский центры газодобычи. Вот. Работа на этих месторождениях началась с 2014 года после подписания контракта на экспорт газа с Китаем. И кажется, все доказано. Значит, экспорт, хотя надо было газоснабжать население, а вот, видите, собираются заниматься экспортом. Тут вот какая штука. Первоначально вообще не шла речь о разработке Чиндинского месторождения. Там, знаете, некоторые авторы телеграм-каналов, убеленные сединами, вспоминают события 2000 года, когда их руководители говорили мудрые слова о том, что газ надо поставлять внутрь страны, и тогда стране будет хорошо. Хорошо. Вот в прошлом году потребление газа в России выросло на 5%. Видимо, поставляет внутрь страны. И учитывая, что показатель газопотребления в Российской Федерации сильно превышает 500 миллиардов кубических метров, то есть поставки внутрь страны идут в объеме более полутриллиона кубических метров. Наверное, газ внутрь страны поставляется. Но, как известно, недостаточно. Надо больше. Кстати, государство с этим согласно. И «Газпром» с этим согласен, и есть программа газификации. В том числе есть программа газификации Иркутской области, подписанная в 2023 году и действующая с 2024 года, то есть с прошлого года по 2023 годы. В рамках этой программы сначала строится инфраструктура для обеспечения поставок газа, а потом непосредственно начинаются поставки газа. Так это работает. Нельзя сначала начать поставки газа, а потом заниматься инфраструктурой. Опять же, а почему раньше этим всем не занялись?
Возвращаюсь к высказыванию своему про то, что первоначально речь не шла про чаиндинское месторождение. Что это за первоначально? Первоначально это как раз вот на том временном промежутке, к которому относится 2000 год. Тогда предполагалось, что некая иностранная компания, безвременно нас покинувшая в 2022 году, кстати, будет разрабатывать Кавыктинское месторождение и поставлять с него 8 миллиардов кубических метров газа в Китай. Все. Все. Первоначально предполагалось, что иностранный игрок разработает одно месторождение из тех двух, которые сейчас действуют, и 8 миллиардов кубов отправит в Китай. Ну, как бы, и чем это отличается от того, что есть сейчас? Ну, давайте опишем, чем это отличается от того, что есть сейчас. Когда говорят про силу Сибири, забывают, как правило, две большие важные составляющие. Составляющая первая. Сила Сибири – это газопровод, который идет от Кавыктинского и Чиндинского месторождения до границы с Китаем. Там после границы с Китаем начинается уже не сила Сибири, а начинается система магистральных газопроводов, которую строили китайцы для приема газа из силы Сибири, поэтому мы ее сейчас не касаемся. Сила Сибири. Какие два обстоятельства забывают? Первое. Это удаленные регионы, где создавалась с нуля газовая инфраструктура. Там вообще не было газовой инфраструктуры, считайте. Не было. Ее создали. Создали два крупных центра газодобычи. Существует критика в отношении этих центров. Давайте сразу так. Существует критика. Критика, которая касалась вопроса, что первоначальные оценки, скажем, Кавыктинского месторождения в Иркутской области пришлось переоценивать в сторону понижения. Первоначально, если я правильно помню, говорили про 3 триллиона кубических метров извлекаемых запасов. Сейчас говорится где-то про 1,5 от 1,5 до 1,8 триллиона кубических метров. То есть это все равно объем, который, ну, мягко скажем, очень большой. То есть, да, в сторону понижения пришлось пересматривать после всех необходимых геолого-разведочных работ, которые до этого не проводились по понятным причинам. Это дорого, зачем это делать до начала работ. Правильнее будет так. После всех необходимых уточнений, которые стали вестись в ходе активной фазы реализации проекта, вот произошли вот такие уточнения. Вот так будет вернее. Вот. И ряд моментов, связанных с критикой, связывают с тем, что якобы там, как бы так помягче выразиться. Давайте так, вы можете поднять сообщение где-то 2020 года, прочитать бывших сотрудников, якобы бывших сотрудников «Газпрома», которые фактически говорили, что ничего там вообще не получится. Никаких поставок не будет, потому что все строят неправильно, все не так, все очень плохо, ай-яй-яй и даже ой-ой-ой. Но как-то в 2022 году, 21 декабря, торжественно запустили Кавыктинское месторождение через 2,5 года после того, как отважные бывшие сотрудники сообщили о том, что вообще ничего не будет. Ну, видимо, они немножко ошиблись. Как-то так вот кажется. Вот. Но дело не в этом. То есть есть за что покритиковать. Возможно, есть, ну и какие-то количественные показатели, которые первоначально заявлялись, сейчас выглядят несколько иначе. Они все равно достаточны как для газоснабжения внутри этих регионов, так и для обеспечения поставок газа в Китай, ну, исходя из тех контрактных обязательств, под которыми подписался «Газпром». А контрактные обязательства следующего характера, 38 миллиардов кубических метров, начиная с 2025 года, ежегодно будут поставляться в Китай, и вот на протяжении там еще многих лет. 38 для того, чтобы поставлять эти 38 миллиардов кубов, там запасов, очевидно, хватает. А что касается еще одной составляющей, которую обычно упускают из вида, это Амурский газоперерабатывающий завод. Первоначально вот эти планы, которые связывались с некой иностранной компанией и 8 миллиардами кубических метров газа, которые без даже теоретической организации поставок внутри Иркутской области должны были просто отправляться в Китай. Так вот, в отличие от того чудесного проекта, здесь из этого газа, который качается с Чаинды и с Кавыкты, из этого газа извлекается более 4 миллиардов кубических метров. Ну, если исходить из годового объема вот поставок и проектной мощности этого газопровода. Прошу прощения, этого
этого газоперерабатывающего завода. То есть тут о чем идет речь? Мощность этого завода 42 миллиарда кубов. Поставки в Китай 38 миллиардов кубов. А зачем такая мощность, если поставляет 38 миллиардов? А потому что газ после месторождения заходит на заводик, оттуда, из этого газа, извлекаются этан, пропан, бутан, пентангексановая фракция и гелий. И продаются отдельно. Рядом с этим заводом строится Амурский газохимический комплекс, на котором будут производиться пластики. Это уже сибуровское, там совместно сибуровское китайское предприятие. В общем, они там будут производить пластики. Очевидно, что пластики – это товар с высокой добавленной стоимостью. Очевидно, правда? То есть, когда у нас говорят, надо больше перерабатывать, зачем мы все только добываем и ничего не перерабатываем? Вот, пожалуйста, вот. Вот. Как раз проект, сделанный в рамках этой логики. Добыть, переработать и поставить не только сырье, но и продукты высокого передела. То есть поставляться будет как гелий, он стоит в 10-20 раз дороже природного газа, дороже метана, но тут нужно понимать, что гелий сам по себе добывается и потребляется в относительно небольших объемах. То есть самые высокие оценки годового потребления в мире составляют 190 миллионов кубических метров. Для понимания, природного газа потребляется более, по-моему, 4 триллионов кубов. Для понимания масштабов. То есть гелий – это крайне малотоннажный, на фоне природного газа, товар, но очень дорогой. И его можно сжижить, его можно поставить, его можно продать и заработать еще довольно приличные деньги. То же самое про этан, то же самое про пропан и то же самое про бутан. Из них можно производить либо продукцию высокого передела, либо можно использовать, скажем, в качестве моторного топлива, если мы берем пропан-бутан, и так далее. Вот. То есть этан, этилен, полиэтилен, понятная цепочка, знакомая всем, я думаю, со школы. Вот в рамках логики взять, переработать и продать отдельно продукты высокого передела, вот сформировался этот проект. Ничего подобного раньше вообще не предполагалось. Да, разумеется, первоначально строятся проекты, которые связаны с поставками в Китай. Почему так несправедливо? Потому что, я сейчас страшное скажу, я, конечно, понимаю, что уважаемые некоторые эксперты в Телеграме, они получают хороший эмоциональный отклик, в отличие от нашего ролика сейчас, после своих этих заламываний рук и закатывания глазок. Но у нас, насколько мне известно, и пусть эти эксперты, вдруг они посмотрят этот ролик, поправят, у нас есть ограничения по тарифам, не так ли? Есть ли у нас ограничения в стране по тарифам? Есть ли уровень тарифов, который вы не можете выставить потребителю внутри Российской Федерации? Есть ли он? А к чему это? А это вот к чему, дорогие друзья. Плотность населения в Иркутской области 3 человека на квадратный километр. Это очень мало. Площадь Иркутской области, если память меня не подводит, что-то там больше 700 миллионов квадратных километров. Площадь Якутии я вообще сейчас брать не буду, и население Якутии тоже. Это очень малозаселенные регионы. И очевидно, что газификация этих регионов будет очень дорогой, даже если мы будем брать только крупные населенные пункты, например, Иркутск. Просто дорогой будет эта газификация. Вы должны будете, по идее, потратить деньги на создание газодобывающей инфраструктуры, на газотранспортную инфраструктуру. Там всякие установки комплексной подготовки газа, это все к газотранспортной инфраструктуре сейчас отнесем, если позволите. Компрессорные станции поставить, газораспределительные станции поставить. Понести некие капитальные затраты. И, по идее, вам надо будет эти затраты возместить. Разговоры о том, что нужно поставлять газ, чтобы промышленность работала, чтобы населению жилось лучше. Это все здорово, но так как мы живем в капитализме, и у нас есть отдельно взятые предприятия со своей бухгалтерией, то они, в силу, организации общественно-экономической формации, они просто вам не могут
физически не могут переложить на себя затраты каких-то других компаний. То есть они не могут просто сказать, ну, ребят, мы эти капитальные затраты понесли, но мы не будем пытаться вернуть эти понесенные капитальные затраты, потому что мы рассчитываем на то, что появится производитель удобрений, на то, что появится производитель метанола, формальдегида, всяких там фанер, красок и прочего, что можно сделать из природного газа в этом регионе. И вот чтобы они появились, мы ставим вот такой-то тариф. Нет, тариф, по идее, надо будет выставить выходящие за ограничения, предусмотренные государством Российская Федерация. А поставить эти тарифы выше нельзя. Государство говорит, нельзя, ребят, стоп, ни в коем случае. Вы не можете на потребителя переложить эти затраты вот в таком объеме. Точнее, как бы можете, но мы вам не разрешим. У нас вот так еще организовано. А это означает что? Чтобы газификация этих регионов проходила, должен быть крупный какой-то потребитель. Внимание, вопрос. Есть ли чисто теоретически на территории Иркутской области потребители, которые смогут потреблять на рубеже хотя бы 20 лет ближайших 38 миллиардов кубических метров? Упростим задачу. Есть ли на территории Иркутской области и Якутии потребители, которым нужно будет 38 миллиардов кубов? Хотя бы ближайшие 20 лет. Ну, вот, чтобы они постепенно наращивали потребление и вышли на показатель 38 миллиардов кубов. Нету? Ой. Даже я бы сказал, ай-яй-яй. Нету таких потребителей. Ну, просто в силу количества населения, которое там есть, в этой самой Иркутской области. И я позволю себе сейчас зачитать один отрывок к вопросу о газификации. В рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири на период с 21 по 25 годы в отчетном году 24 была завершена реализация газификации, строительства газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в Амурской и Сахалинской областях, Республике Саха, Якутия, Хабаровском и Приморском краях. В Хабаровском крае завершена подготовка и начато строительство газопроводов-отводов для переподключения потребителей к магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Реализация газотранспортных проектов на востоке России открывает дополнительные возможности для развития газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в 2024 году к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Кажется, это как-то связано с проектом «Силы Сибири», да? Ну как, магистральный газопровод «Силы Сибири» связан? Как думаете? С проектом «Силы Сибири». Подключен город Благовещенск, Амурская область. Реализуются мероприятия по газификации от магистрального газопровода «Силы Сибири», городского округа Тында, Амурская область. Прорабатываются мероприятия по сетевой газификации города Белогорска, Амурская область, и города Биробиджана, Еврейская автономная область до 1932 года. Ну, в общем, вот. То есть в 2024 году какие-то телодвижения и в районе Республики Саха, Якутия начались, и началось подключение потребителей к поставкам из магистрального газопровода «Силы Сибири». Ну, как следует из сообщения, что это я зачитал? Я зачитал отрывок из годового отчета «Газпрома». Не такой, конечно, авторитетный источник, как отдельно взятые телеграм-каналы, но что поделать, вот понимаете, вот приходится так. То есть, давайте так, в 2014 году подписан контракт, в 2015 году такая активная стадия строительства начинается. Запуск Чиндинского месторождения, 2019 год. Запуск Кавыктинского месторождения, конец 2021 года. И в 2023 году подписывается программа газификации Иркутской области на 2024-2023 годы. Параллельно с этим ведутся работы по строительству газотранспортной инфраструктуры после вывода на проектную мощность газопровода «Сила Сибири», которая состоялась в конце 2024 года и в начале 2025 года.
ведутся работы по подключению потребителей на востоке страны к, в том числе, магистральному газопроводу «Силы Сибири». Да, разумеется, не в Иркутской области, понимаете, подключились, вот в Благовещенск подключили. Означает ли этот факт, что подключили не вот кого-то в Иркутской области, а в городе Благовещенск, что газификация от магистрального газопровода «Силы Сибири» не ведется? Наверное, нет. Ну, то есть, как бы, насколько мне известно, город Благовещенск – это не Китай, тьфу-тьфу-тьфу. Насколько мне известно, Благовещенск – это все еще Российская Федерация, не так ли? И если подключили потребителя в Российской Федерации от магистрального газопровода «Силы Сибири», то, наверное, мы не можем сказать, что газификация не ведется. Газификация, очевидно, ведется. Теми ли темпами, которые хотелось бы потребителям внутри страны? Нет, разумеется. Но нужно понимать, что Китай здесь выступает в качестве якорного потребителя, это во-первых. Во-вторых, это Китай хочет, чтобы ему поставляли газ. И если мы ему не продадим газ, ему продаст кто-то другой. То есть нету такого, что мы не продаем газ, и Китай просто такой, ну ладно, я не буду потреблять этот газ. Нет, если мы не будем продавать, то мы откроем этот рынок кому-то еще, каким-то другим поставщикам. И эти какие-то другие поставщики просто будут зарабатывать те деньги, которые сейчас зарабатывает «Газпром». У нас довольно бинарно, ну или так, полярно, давайте, подходит к вопросу о газификации. Либо нужно, чтобы сразу было газифицировано все, либо вообще это не считается. Уровень газификации с 90-го года вырос на 35 процентных пунктов. С 40% до 75%. И будет увеличиваться не до 100. Он будет увеличиваться до 83%. Это так называемая технически возможная газификация. У нас есть крайне удаленные населенные пункты, до которых никогда не будет дотянут газопровод. Просто никогда. И это не хорошо, не плохо, это не повод заламывать руки. Это вот так определилось. В Мурманскую область, кстати, будут газифицировать, что прекрасно. Будем надеяться, что газифицируют как можно быстрее. Будем надеяться, что будут, наконец, газифицировать Иркутскую область. Потому что пора. Но если бы первоначально газификация, то есть вычеркнуть из этого уравнения Китай, как якорного потребителя, то ни Амурского газоперерабатывающего завода бы не было. Не было бы электростанции уже построенной, электростанции построенной в городе Свободный. Не было бы этого всего. А затраты, понесенные на добычную и газотранспортную инфраструктуру, пришлось бы перекладывать на население. Перекладывать на население в рамках действующих ограничений было бы нельзя. Все. Должен быть якорный потребитель. Якорный потребитель – это зарубежный потребитель. Этому зарубежному потребителю нужен газ. Под конец скажу, а сколько наш газ стоит? Мы слышали, что туда его продают с адскими скидками. Нет, туда его продают с нефтяной привязкой, поэтому газ сейчас туда идет где-то по $250 за 1000 кубических метров. А вот китайцы хотят чтобы по «Силе Сибири-2» газ им шел по внутренним российским ценам. Мы это знаем из Financial Times и Bloomberg. Кто считает, что Financial Times и Bloomberg, они вообще источник истины, тем большой привет, вы большие молодцы. Вот. Кстати, $250 я всем советую пересчитать в рубли и прикинуть, насколько это отличается оптовая цена от оптовых цен, которые сейчас получают потребители в городе Благовещенск. А что это за потребители? Это в первую очередь котельные. Заметьте, сначала котельные, то есть относительно крупного потребителя сначала подключают. Так это работает. Проще. Вы начинаете сначала с крупных потребителей, и подключив крупных потребителей, перекладывая на них основную экономическую нагрузку и получая гарантированного платежеспособного поставщика, вы начинаете переходить к более мелким потребителям. И переходить к ним будете, судя по планам, по той же Иркутской области с 2024 года, когда строилась газотранспортная инфраструктура отдельная в этой области, должна была строиться, до 2033 года. Вот как-то так, дорогие друзья. В общем, вы уж извините, что без заламывания рук, и я вот сейчас серьезно, без шуток, я сочувствую тем, кто хочет, чтобы и у них был газ, но по финансовой составляющей или в силу иных составляющих до сих пор их дом не газифицирован. Это плохо. Газ должен быть российский, на территории России, везде, где это возможно. Везде, где это возможно, он должен быть. Потому что, да, газ является гарантом, в том числе,
не только экономических показателей, положительных экономических показателей наших предприятий, использующих газ как топливо или как сырье, но и гарантом выживания, гарантией выживания в отдельных регионах. Надежность поставок энергоносителей – это надежность жизни в наших регионах. И поэтому газ надо проводить везде. Но не нужно путать заламывание рук и истерики, которые устраиваются в телеграм-каналах, с вот этой необходимостью. Вот как-то так, дорогие друзья. Как-то оно так. В общем, на сегодня все. Всего хорошего. А всем, у кого нет газа, желаю, чтобы как можно быстрее провели. Прошу прощения, последнее. Главная проблема, которая, как мне кажется, в области газификации у нас есть, это стоимость газификации. И государство попыталось снизить эту стоимость. Местами удалось это снизить, но она все еще местами остается возмутительно высокой. И непозволительно высокой для очень многих наших потребителей. Вот в эту сторону нужно работать. С этим нужно что-то делать. На сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, всего хорошего. Но, дорогие друзья, действительно, подпишитесь на мой персональный канал, телеграм-канал «Нефтегазовая игра». Ну и на телеграм-канал «Инфотек» тоже, если не трудно, а вам не трудно, подпишитесь. Всего хорошего.